Миллионер и владелица медийной империи Элизабет Харрис была живой легендой в Денвере. Влиятельная, замкнутая и осторожная после того, как ее муж якобы погиб 3 года назад в авиакатастрофе. С тех пор Элизабет избегала камер, публичности и любой близости с людьми. На ее рабочем столе всегда стоял портрет Якоба, единственная деталь, которую она никогда не убирала. Однажды вечером, возвращаясь с благотворительного вечера, Элизабет решила пройтись пешком через небольшой районный парк рядом с уютным кафе. Там она заметила девочку, босую, в потертом свитере, сидящую на скамейке и внимательно наблюдающую за ней. Девочка произнесла слова, которые перевернули ее жизнь. «Якоб жив». Эти слова казались невозможными, но девочка знала такие детали, которые никто, кроме них двоих, знать не мог. Привычки Якоба, любимые мелодии, манеру речи. Она также назвала адрес приюта в Орегоне, удаленного, тихого места, где не было камер и официальных документов. Элизабет отправилась туда. Приют оказался старым, но уютным и чистым, а дети действительно знали женщину, внешне напоминавшую Якоба под другим именем. Она приходила редко, учила шить, ухаживать за животными и помогать малышам. Однажды ее пытались похитить, и она на долгое время исчезла. Вернувшись в Денвер, Элизабет начала расследование. Оказалось, что медицинские документы были подделаны, а судмедэксперт не работал в день аварии. Детектив подтвердил, тело в самолете не принадлежало Якобу. Она инсценировала его смерть. Якоб обнаружил, что в одной из дочерних компаний Элизабет были сомнительные финансовые схемы. Когда ему стало ясно, что жизнь мужа в опасности, он исчез, чтобы не втянуть ее. Ей помогли двое, подруга-медсестра и бывший сотрудник службы безопасности семьи Харрис. Когда Элизабет пыталась найти мужа, угроза возобновилась. Камеры около приюта зафиксировали наблюдение, после чего он снова исчез. Спустя несколько дней команда Элизабет вышла на след в заброшенной часовне возле границы. Там Якоб оставил письмо, просил не искать его больше ради ее безопасности. Но было поздно. Кто-то уже знал, что он жив. Все изменилось ночью, когда Элизабет получила анонимный звонок. Детский голос сообщил: он в лесу, ранен. Без охраны, без колебаний, она отправилась туда и нашла Якоба, истощенного, с ранением, но живого. В больнице она не отпускала его руки ни на минуту. Пока он приходил в себя, команда Элизабет завершила расследование. Люди, подстроившие его смерть, были арестованы. Среди них оказался бывший бизнес-партнер Кори Медекс, который использовал имя Якоба для сокрытия незаконных схем. Правда всплыла наружу. Публика узнала о мужчине, который выжил, скрывался и продолжал помогать другим. Якоб стал символом мужества и достоинства. Для Элизабет же он был прежде всего мужем. После выписки они уехали за город, вдали от шума, камер и опасностей. Там, среди тишины и гор, они учились жить вместе заново. Через несколько месяцев они официально возобновили брак, без пафоса, просто потому, что любовь победила. Когда они вернулись в приют, дети встретили их радостными криками. Девочка, которая все начинала, первой бросилась к ним в объятия. В ее глазах был покой и уверенность, любовь не умирает, она просто ждет своего часа. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.